Сегодня у нас третий эпизод, и мы расскажем вам о подготовке к поездке «Африка на колесах» и уже фактически выезду в эту поездку. Как сказал американский композитор Леонард Бернштейн, для успешного проекта нужен план и недостаток времени. Мы этот недостаток времени себе устроили. Втиснуть в один месяц то, на что нужен в развалочном темпе год, это сложно, но возможно. С одной стороны, наши сборы происходили очень быстро, с другой стороны, они затягивались. Я не уверен, что сложнее – путешествие или подготовка к нему. До выезда в Украину осталось 1,5 дня. Мой список дел to-do просто огромен, там несколько десятков задач. И, конечно же, есть вопрос, что делать в таком случае, как как-то не сойти с ума и сохранить вообще какой-то порядок. Я решил, что веду на день 2 списка. В одном must, в другом good. То есть в одном списке дела, которые нужно обязательно сделать на сегодня, чтобы не случилось. Во втором то, что было бы хорошо сделать. И то, что хорошо сделать было бы, я это не начинаю делать, пока не сделаю must. Завтра мы летим в Америку утром. Сегодня утром мы в Вене. До обеда получили визу, пообедали. Еще нужно успеть постричься и до 4 вернуться в Братиславу. Еще нас ждет много работы. Нас ждет. Только что постригся в Вене, и меня стриг парень из Сирии, который по-английски не разговаривает. Я чуть-чуть по-немецки разговариваю, он немножко больше. Пытались как-то понять друг друга. Он спросил меня, откуда я. Говорю, из Украины. Он говорит, там проблема в Украине. Я говорю, ну да, на востоке проблема. И тут он говорит, я из Сирии. Ну, конечно, что я мог ему сказать? Что в Сирии проблема еще больше. Это, конечно, печально. 2,5 года назад ему пришлось на корабле, на лодке, на каком корабле из Турции плыть в Грецию, оттуда в Македонию, а дальше на север, Хорватия, Венгрия. Так он попал в Австрию и вот устроился работать парикмахером. Семья его тоже здесь. Остался без дома, говорит, его город полностью разбомбили. Когда ритм жизни высокий и концентрация в минуту зашкаливает, часто можно забыть о себе, не слушать себя, но это очень важно. Нужно обратить внимание, голоден ли ты, хочешь ли ты сходить в туалет. И не спешить по жизни, ведь те дела, которые мы делаем, это и есть наша жизнь. И находиться в текущем моменте, а иногда остановиться и насладиться какими-то простыми радостями, это бесценно. Например, прийти и среди списка дел в 20 to-do найти время для кофе. Оно того стоит, я вам обещаю. Первый вопрос, который возник у нас при подготовке к поездке, это маршрут. Добраться в Кейптаун, в общем-то, можно 2 способами, если не смотреть на Google Maps, потому что Google Maps предложит вам 3 – ехать через Центральную Африку. Но я уверен, так вы никуда не доберетесь. На самом же деле есть 2 варианта – ехать по восточному побережью и ехать по западному побережью. Восточное побережье более цивилизовано. Это Египет и дальше спуск через Эфиопию, Судан, Кению, Танзанию и так дальше в Южную Африку. Восточная Африка, она более облагорожена, там больше цивилизации, и, в принципе, добраться через восточный берег легче. Есть еще второй путь, через западный берег. Он немножко дольше, на этом пути вам встретится больше стран, и эта Африка считается более дикой.
Мы выбрали именно западное побережье. Почему именно ехать по западному побережью, если восточное проще? Наверное, потому и ехать по западному, потому что это сложнее, мы получим больше впечатлений, и это та настоящая Африка, которая через несколько лет уже будет другая, когда туда придет цивилизация. Тем более, похоже на то, что мы будем первыми украинцами, которые пересекут африканский континент именно по западному побережью на автомобиле. Какие ресурсы мы использовали при подготовке? Есть прекрасный форум, который называется Horizons Unlimited, Horizons Unlimited Bulletin Board. Если наберете в Гугле Horizons Unlimited, вы найдете этот ресурс. Там собраны тонны информации, в основном для мотоциклистов, но, в общем-то, это все подходит и для тех путешественников, которые едут автомобилем. И уже там сейчас есть небольшое комьюнити тех, кто ездит автомобилями и делятся специфической информацией именно для автомобилистов. Оказалось, что есть еще несколько книг по оверлендингу, и я вам рекомендую книги Криса Скотта. Они на английском языке. Одна из них называется Overlanding Handbook, и там, в принципе, собрана кратко вся информация, которая вам нужна будет для начала подготовки и, наверное, для самой подготовки. И дальше вы сможете уже копать по форумам специфические темы. Мы еще закупили книги Lonely Planet по Африке. Lonely Planet Africa — это такой короткая выжимка по разным странам африканским. И еще у нас есть Frommer's Guide. Frommer's Guide? Как это называется? Сейчас посмотрим. Это Rough Guide to West Africa. Книга старая, еще 2008 года, но очень полезная. Если найдете такую бэушную, то считайте, вам повезло. Lonely Planet Африка. Краткая выжимка на тему разных стран африканских, чтобы вообще иметь идею, куда мы отправляемся. Кроме того, посмотрите фильм Long Way Down с Иваном Макгрегором. Он есть на Ютубе с русским переводом. Это про двух ребят и еще десяток, наверное, которые им помогали в поездке. Но эти ребята на мотоциклах отправились с Шотландии в Кейптаун по восточному, правда, побережью. Но это был еще, кажется, 2007 год. Перед выездом мы сделали тест-драйв нашей кухни в австрийском поле. Оставили стулья, стол, выставили горелку и приготовили пасту. Мне, конечно, безумно понравился этот экспириенс, и я очень жду, как мы будем каждый вечер готовить что-то вкусное на кемпингах или даже в диком поле. А что с визами? Украинцам виза нужна практически во все страны, которые будут на пути. Хорошая новость заключается в том, что в большинство стран эту визу можно получить или на границе, или по ходу дела, так сказать, в странах, через которые мы будем проезжать. Но есть несколько стран, для которых нужна виза заранее. Это, конечно же, Южная Африка. Самая сложная, наверное, затея, потому что нужно указать дату, когда вы точно будете, а предвидеть это, как вы понимаете, очень сложно. Вон там посольство Южной Африки, а вот здесь виза. Дали нам визу, можно заехать в страну в любой момент до декабря. Даже 2 раза можно заехать. В общем, мы очень рады, хоть и пождали 2 недели, но оно того стоило. Еще мы получили визы Марокко и визу Нигерии наперед. Это были 3 визы, которые у нас есть в кармане. Да, Вена нам стала родным домом за это время подготовки к поездке. Здесь мы получаем визы, которые нам нужны. Сегодня 3-ю получили в Нигерию. Очень красивый город. Я рад, в принципе, что нам сюда нужно ездить. Это лучше, чем если бы нужно было ездить куда-то, например, в Шепетовку. Хотя в Шепетовку еще нормально. Но вот если бы куда-нибудь в Киеве из Хмельницкого, например, 5 часов на машине, потом еще ждать, как там, что, куда. За всеми визами, с одним паспортом, который ты можешь только в одно посольство в один момент, который забирают обязательно. Да, ну и в Киеве мы бы не были экзотика. А здесь консул увидел украинский паспорт и такой: опа, люблю синенькое, подойди к нам. Сказал нам, что они не заставляют людей долго ждать тут, в посольстве Нигерии.
и что мы очень welcome, very welcome. Так что очень тепло пообщались. Теперь у нас в кармане есть мультивиза, и теперь у нас в кармане нет 160 евро. Очень полезная вещь – это второй паспорт. В Украине можно иметь 2 заграничных паспорта. Не все это знают, но их очень просто получить. Это очень полезно, потому что в нашем случае нам придется проехать более 20 стран. Каждая страна захочет поставить визу и штампы. И я думаю, что странички в паспорте очень быстро будут заканчиваться. Чем еще удобны 2 паспорта, это то, что когда ты отдаешь в посольство один, у тебя на руках остается второй. Есть еще один важный документ, который можно получить для автомобиля. Он называется карнет. Служит он для того, чтобы предотвратить случаи, когда туристы приезжают, привозят машины в какие-то страны, оставляют их там, продают местному населению и возвращаются. Соответственно, продают они это без уплаты пошлин. Некоторые государства начали с этим бороться, например, Египет, потому что пошлины там очень большие, кажется, 400%. То есть, представляете, если вы пригоняете туда машину, которая стоит, скажем, $5000, то продать ее можно теоретически, скажем, за 20 тысяч. Но чтобы такого не было, существует карнет. Карнет оформляется через локальные автоклубы, вы вносите залог, и, по сути, это гарантия того, что вы машину не продадите в той стране, в которую вы ее завезли, без уплаты пошлин. Карнет штампуется при въезде в страну и при выезде из нее. По возвращению домой вы должны показать карнет своему автоклубу, и тогда они вам возвращают залог. Для западного берега карнет, в принципе, не обязателен, но он может облегчить жизнь значительно, и нам посчастливилось получить карнет всего лишь за 3 дня с помощью очень хорошего человека, который работал в местном автоклубе. Он оказался тоже иммигрантом, и как мигрант мигранту он решил нам помочь. Карнет для восточного побережья вам понадобится обязательно, потому что, чтобы попасть в Египет, нужен карнет. Так как мы еще не знаем, будем мы возвращаться через восточное побережье или будем отправлять машину в контейнере, мы подумали, что карнет нам в любом случае не помешает, и решили его сделать. При словах «путешествия в Африку» многие спрашивают: ну что, вы сделали все прививки? Это, конечно, страшно, много неизвестных, но на самом деле все достаточно просто. Главное подготовиться до этого. Что мы сделали? Это обновили все прививки, которые у нас были в детстве, и добавили несколько специфических. Так у нас появилась прививка от гепатита А и Б, прививка от менингита. Еще у нас есть прививка от брюшного тифа. И, что немаловажно, в Африке нужна прививка от желтой лихорадки. Более того, она нужна вам для получения многих виз. И вас просто могут не пустить в страну, если у вас этой прививки нету. Но проблема в том, что есть болезни, от которых прививок нет. Например, малярия. В случае малярии мы просто взяли с собой тесты, которые можно по анализу крови использовать и увидеть, есть у тебя малярия или нет с какой-то долей вероятности. И сразу же мы взяли с собой несколько упаковок таблеток от малярии, чтобы начать ее лечить, если мы ее подхватим. А подхватить малярию вероятность высока. Кроме того, я прошла курсы первой медицинской помощи, и я считаю, что такие вещи стоит делать не только перед большой поездкой, но и для общего развития. Конечно же, нужно обязательно взять с собой спрей от москитов. Нужно смотреть, чтобы был DIT, это действующее вещество таких спреев, 50%. Мы уже использовали спрей в Азии, он нам, в принципе, помог. На Занзибаре тоже мы его использовали, поэтому решили взять тот же спрей и посмотрим, поможет ли он нам в Западной Африке. Если нет, думаю, будем искать что-то на месте. В выборе медикаментов мне очень помогли мои родители, медики, которые собирали, наверное, всем городом, советовались, какие медикаменты брать, какие не стоит. И, наверное, мы взяли намного больше, чем нам понадобится, и это к лучшему. Хотя у нас в машине пол городской аптеки, но самое важное — это, наверное, пытаться все-таки не заболеть. Я верю в то, что хороший настрой, хороший отдых и активный образ жизни может помочь нам сохранять хороший иммунитет. Ну и, конечно же, надо мыть все с мылом и не тыкать пальцы в рот.
Есть такое простое правило в поездках – это покупать фрукты и овощи, те, которые можно почистить. Те, которые не чистят, стараться их не брать, потому что даже помыв их в воде, вода может быть заражена, и, соответственно, ты можешь получить какое-то заражение, даже тщательно вымыв их. Перед тем, как мы выезжали из Братиславы в Хмельницкий, у меня напал немножко психоз и нервоз. Боже, что-то мы забыли, что-то не то, слишком много, слишком мало. Ну, в общем, ничего рационального. И я поняла, что будет очень много неизвестного. Что-то мы точно забудем, что-то мы даже не могли знать, что нам понадобится. Но главное принять тот факт, что впереди много неизвестных. Многое придется решать по пути. Перед выездом мы еще решили устроить 2 вечеринки. Одну мы устроили в Братиславе. Да, очень вкусно. Никогда не пробовал такой вкуснейшей колбасы. И вторую вечеринку мы устроили уже в Хмельницком, которую мы совместили с моим днем рождения, и было очень круто. Снимай. Пришло очень много людей. Было приятно видеть столько много разных и классных людей, которые знают друг друга из разных кругов, но в одном месте, наверное, не пересекались в таком количестве. На этой вечеринке нам очень помогли Славин и мои родители устроить классный вечер, когда все было очень уютно, красиво и очень дружески и по-семейному. Хотя семья растянулась более чем на 80 человек. Всех, кто пришел поздравить и разделить с нами наш праздник. Многие друзья участвовали в подготовке, многие сделали нам классные подарки, какие-то очень символичные, какие-то безумно нужные в дороге. Это чтоб, когда ты покакал, протирать туалет. Каждый внес свой вклад, и каждый до сих пор делает свой вклад, рассказав о нас своим друзьям, поставив лайк на ютубе, да и в принципе просто поддержав нас морально. Кстати, вы подписались на наш канал? Решили выезжать сразу после Славиного дня рождения, когда ему исполнилось 30 лет. Конечно, сразу не получилось выехать, мы затянули на день, потом еще на один день. Во время подготовки нам казалось, что она никогда не закончится. Но вот он, тот момент, к которому мы так долго готовились. Мы выезжаем из Хмельницкого в Южную Африку. За спиной у нас 2 месяца активной подготовки, работы, переживания наших родителей, друзей. Но мы пришли к этому, и вот эта точка старта. Будем делиться с вами новостями.